Здравствуйте. Буду производить демонтаж газового оборудования четвертого поколения с последующей переустановкой на другую машину. Машина Opel Omega B, мотор 2.0. Вкратце, что нужно сделать. Блок управления в моем случае расположен вот в этом месте, где реле и предохранители. От него идет жгут. И следовательно будут демонтироваться катушки, редуктор под воздушным фильтром. Возможно, нужно будет демонтировать и бачок, и все шланги и провода. Итак, приступаем. Первым делом нужно отключить аккумулятор. Сначала массу минус. Затем плюс. Далее от блока управления будем последовательно отсоединять все провода. Блок управления Stack 4 Plus Автогаз. Здесь вставлю монтажную схему. После того, как сбросили клеммы с аккумулятора, нужно перекрыть подачу газа с баллона на мультиклапане. Закрываем по часовой вентили подачи. Если не знаете, какой подача, какой на заправку, то нужно перекрыть оба вентиля. Ну и если баллон будет демонтироваться, желательно предварительно газ полностью израсходовать. Далее буду аккуратно выкручивать трубку подачи газа. Какое-то его количество может быть в системе. Делать это лучше на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Ну, вроде как ничего нет.
Далее демонтирую воздушный фильтр. Откручиваем трубку, которая приходит с бака, на фильтр и клапан подачи газа. Удобнее это будет сделать, видно, пока он прикручен к корпусу. Отсоединил трубку и дальше смотрим, где крепится редуктор. Вот вижу один саморез под катушкой. Дальше будем смотреть где-то еще, скорее всего. Сниму расширительный бачок, так как я его все равно собирался промыть. Будет удобнее демонтировать. Чтобы открутить редуктор, снял колесо. Он прикручен со стороны колесной арки. Буду откручивать шланги системы охлаждения. Их два: вход-выход. В дальнейшем их надо будет соединить вместе. Обрезал бутылку 5-литровую, подставил, чтобы по возможности часть антифриза сохранить. Далее будем восстанавливать цепь питания бензиновых форсунок. Провода от газового блока управления врезаны в цепь бензиновых форсунок. Мы их разъединяем, откидываем и соединяем по цветам провода, как было изначально. Провода и кембрики от масла и температуры задубели. Чтобы их не обрывать, лучше сначала погреть. Я грею феном. На примере одной покажу, что нужно сделать. Отключил разъемчики от форсунки и рейки. Вот приходящий провод от блока управления газом. Два голубых. Мы их обрезаем и соединяем вместе.
Таким образом, у нас восстановится бензиновая цепь управления форсунками. Спаял, надел термокембрик и еще заизолирую изолентой. Итак, осталось нам отсоединить 4 провода. Вот этот у нас идет на мультиклапан. Эти два, один из них красный, согласно схеме, на замок зажигания, второй на катушку зажигания. И вот этот провод, как я понимаю, идет на переключатель в салоне. Переключатель и уровень топлива выглядит вот так. Его мы отсоединяем вакуумную трубку. Тут вместо тройника нужно сделать напрямую. Все, что досталось из-под капота. Далее нужно заглушить отверстие на впускном коллекторе. Правильнее было бы достать трубки, вынуть жиклеры и заглушить на самом коллекторе. Но это довольно трудоемко. Я просто заглушу сами трубки подходящими болтиками. Снял баллон и заправочный клапан. Отверстие закрыл шумоизоляцией. Машина завелась без проблем. Шланги спрячу. Осталось поставить воздушный фильтр. Возможно, кому-то будет полезно. Спасибо за просмотр.